Добрый день, друзья! Канал Masters of Body вас приветствует. И тема сегодняшнего выпуска по заказам наших телезрителей — это грудные мышцы. А конкретно сегодня нас интересует, опять же по вашим запросам, это нижняя часть и средняя часть. Проработка, наработка, увеличение массы, силы и рельеф. Лето, жара, стрессы. И мы попробуем заменить тяжелый массонаборный тренинг на работу с детализацией, улучшением, как мы сказали, подрезкой нижней, средней части груди и внутренней части. И для этого первым упражнением мы выбрали жим гантелей под обратным углом. Во время таких тренировок отдыхает от больших весов суставной аппарат. И такой подход подойдет как опытным спортсменам, так и начинающим. Жим гантелей. Упражнение, как мы ранее уже говорили, с максимально возможной амплитудой, которая проработает среднюю и нижнюю часть. Благодаря сведению гантелей к центру это будет серединка включаться. Благодаря хорошему раскрытию наружная часть. И, естественно, благодаря обратному углу подрезаем низ. Также в этом упражнении, в отличие от штанги, можно сравнить со штангой, вес используется максимальный. Выполняем 3 подхода по 10-12 повторений, но это не единственное упражнение. А дополним мы наш суперсет вот такой нехитрой статикой. То есть планка, ноги вместе, руки широко. Мы отключили по возможности трицепс, а грудные мышцы по принципу изонапряжения, смотрите в предыдущем ролике тренировочные принципы, продолжаем наливать кровью и держать в сокращении. Можете положить перед собой таймер, кто-то держит полминуты, кто-то минуту, это уже от ваших физических кондиций. Обратите внимание, при таком комфортном угле работает низ грудной, мы ее растягиваем хорошо, и при сведении вверх середина. Таким образом берем по возможности максимальный вес и прорабатываем хорошо низ и середину благодаря такому комфортному углу и гантелям. Со штангой вы, конечно, такую амплитуду сделать не сможете. Следующий суперсет в нашей программе — это отжимания на брусьях и сведения в кроссовере. Брусья дополняют предыдущий жим гантелей вниз головой. Точно так же акцент идет на наружную часть, подрезаем низ и благодаря задержке вверху удерживаем серединочку. Также многосуставное основное упражнение. А так как мы сделали жим с гантелями, то дополнительный вес вам уже будет не нужен. Идем дальше. Итак, сведение блоков в кроссовере. Почему именно это упражнение? Во-первых, благодаря нестабильности этих рукояток хорошо задействуются сателлиты. Благодаря фиксации верхней точки мы прокачиваем озадаченную в нашей тренировке именно среднюю часть. Со свободным весом это сделать практически невозможно. И мы соединили 2 амплитуды. То есть свободный вес на брусьях и используем блок для фиксации. И также мы сместили акцент наверх благодаря углу наклона скамьи. Упражнение безопасно для суставов, дополняет многосуставное предыдущее. И получаем максимальный налив.
фиксацию верхней точки. Для этого упражнения это самый главный элемент, иначе оно потеряет всякий смысл. Максимальная растяжка и максимальная фиксация сведения именно верхней точки амплитуды. Следующий суперсет нашей проработки грудных — это жим штанги под углом средним хватом, и в дальнейшем будет грудь машина. Почему средним хватом? Наша задача вывести две грудные верхние точки как можно поуже. Да, кто-то скажет, плечи включились, кто-то скажет, трицепс включилось, но здесь тот же принцип, как и в жиме узким хватом, горизонтальным, так и здесь. Наберемся не слишком узко, чтобы все-таки дать растяжку и зацепить вот эту серединочку, сомкнуть, зажать ее вверху. Так как предварительные упражнения у нас достаточно утомили грудные, то вес на штанге небольшой, но эффект будет приличный. И дополняем наш суперсет сведением в грудь-машине, называемой бабочки. Почему мы взяли грудь-машину после движения с кроссовером? Так как это третий сет, и человек максимально устал, то сателлиты, в отличие от предыдущего упражнения, тяжелее будет включить. Здесь же траектория фиксирована. Мы делаем полностью акцент на сведении и фиксации в передней точке. Опять же, по запросам вашим, дорогие наши зрители, мы прорабатываем серединку. Свободным весом, как я уже говорил, это сделать очень тяжело, почти невозможно. И учитывая общую усталость, этот тренажер будет логичной, самой легкой, в то же время эффективной концовкой третьего суперсета. Также выполняем по 10-12 повторений, 3 сета. По поводу многочисленных споров о том, как должны идти локти и куда должны идти плечи. То есть одни утверждают, что надо выполнять дугообразную траекторию. Мы же придерживаемся больше олдскульной техники с растяжением. Но, ребят, выполнив 2 суперсета предыдущих, вы настолько устали, что для вас главным критерием должно быть удобство, как в работе мышечных групп, так и в работе суставного аппарата. Поэтому если какое-то прописанное для вас движение будет доставлять вам дискомфорт, избегайте его. То есть вы видите максимально удобную амплитуду. Единственное, что вы должны помнить, да, мы сводим 2 грудных, так как мы хотим зацепить середину больше. Верх работает само собой, ввиду того, что мы изменили угол наклона скамьи. И ориентир у нас — это основной объем работы, выполненный целиком и полностью за тренировку, во время тренировки. Не в отдельно взятом движении, не в отдельно взятом упражнении, даже суперсете, а объем, который вы получили, объем работы, который вы получили целиком за тренировку. Теперь, что касается именно этого тренажера. Здесь часто ходят споры по поводу амплитуды. Можно ли делать ее максимально большой или все-таки не давать такую растяжку. У нас есть по этому поводу свое мнение. Во-первых, очень многое зависит от конструкции непосредственно тренажера. То есть тренажеры, не хочется грешить, но наших производителей старые, которые действительно очень ломкие, в которых нет подвижности шарниров, и они действительно будут выламывать вам плечевой пояс во время крайней точки, разведения в крайнюю точку внешнюю. Допустим, этот тренажер очень удобный, он мягкий. И человек с достаточно неплохой растяжкой плечевого пояса может позволить выполнять себе это упражнение с большой амплитудой. Если же ваши плечи так посажены, что вас это ломает, естественно, убираем шарнир, делаем амплитуду меньше и не травмируемся. Как я уже сказал ранее, основной критерий — это ваше удобство и безопасность. Но плюс этого тренажера остается неизменным. Это пиковое сокращение в передней точке амплитуды, которое дает нам проработку средней части. Кто-то называет ее зубчатой. В общем, прикрепление грудной мышцы к серединке грудной кости. И поэтому мы этот тренажер используем, особенно в работе для рельефа, для детализации. И последнее упражнение, так называемый контрольный в голову. Это отжимания, скользящие, мы их называли, со сведением. Обратите внимание,
Здесь вам и максимальная амплитуда растяжка, и сведение с пиковым сокращением в средней части грудных, и статика для живота и для спины. И если в предыдущих 3 сетах у вас остались незадействованные ресурсы, то уверяю вас, после выполнения этого упражнения вы почувствуете полный отказ во всем теле. У вас не останется уже. И альтернатива предыдущему упражнению – отжимания в TRX. Дело в том, что TRX есть практически в каждом зале петли. Манжеты, возможно, и скользкий пол вы не везде найдете. Можно использовать таким образом. Надеемся, в этой тренировке вам все было понятно. Еще раз обращаю внимание, это только один из вариантов. То есть их может быть большое множество, все зависит от вашей фантазии и ваших возможностей. Спасибо клубу Orange. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. С вами были Константин Придьма, Андрей Шарапов и Дмитрий Журавель, наш неизменный оператор. До новых встреч!